Ну а мы продолжаем монтировать нашу лестницу. Деревянная лесенка в деревянном срубе. В общем, красота. Такая вот она у нас получилась с разворотной площадкой. Мы ее старались сделать максимально удобную и, с другой стороны, максимально сжатую, то есть чтобы она как можно меньше мешалась, потому что и тут вот видите вылет какой, и там как бы планируется кухонная зона, поэтому вот эту нам надо было сдвинуть вот вправо максимально, насколько только возможно, но опять же, чтобы как-то постараться не терять в комфорте потом ее эксплуатации. Но с другой стороны, как бы там крыша наклонная, и поэтому вот дальше туда уже сдвинуть просто нереально, потому что иначе вон там просто не пройдешь, придется на карачках и туда, и обратно. Ну, либо еще там как-то. Поэтому, в общем-то, вот от этого узла мы и плясали при нашем проектировании. То есть вот эта вот высота и вот эта вот ширина, они нам как бы задали размеры, в общем-то, всей лестницы. Ну, ширину лестницы это уже как бы хозяева сами так решили, поэтому, в общем-то, вот у нас было два как бы вводных, и мы от них, в общем-то, плясали. Предыдущие этапы довольно-таки подробно рассказывал. Когда совсем до конца доделаю, может быть, еще бегло так пробегусь. А сейчас, в общем-то, мы занимаемся монтажом ступеней и подступенков. Первую мы уже смонтировали дня два, по-моему, назад примерно. И дальше вот уже сегодня. Вот получается раз, два, три, площадка, 4, 5 ступенек я вот ну, потолок подшил и, в общем-то, вот за полдня, ну, больше, чем за полдня. Потому что, в общем-то, лестница – это такая конструкция довольно-таки серьезная и по сложности проектирования, и по монтажу, потому что там подпилы довольно-таки должны быть точные, чтобы никаких вот этих щелок, особенно таких клиновидных, не было, и с боков, и везде, и монтаж должен быть очень жесткий, крепкий, надежный и долговечный, потому что в любой деревянной лестнице есть два как бы основных негатива, на которые многие плюются, потому что кто вот этим заказчикам лестницы монтировал, ну, видно, они что-то там как-то решили схалтурить. И поэтому, а позор уже на всю конструкцию, это ж, блин, караул просто. Поэтому я как бы вот всегда стараюсь эту конструкцию оправдать, потому что, ну, на мой взгляд, это как бы самая лучшая, самая оптимальная конструкция во всем. И во внешнем виде, и в цене, и в дизайне, и в удобстве, и в долговечности. Естественно, это все покрасится, обязательно в контраст подступенок со ступенькой, чтобы было четко на, скажем так, подсознательном уровне видно, и особенно, когда идешь сверху вниз, или в полумраке в каком-то, чтобы вот не спутать и не промахнуться и не споткнуться. Поэтому, ну, покраска это как бы уже на совести хозяев. Соответственно, у нас конструктив, 3 тетивы, потому что 90, 2 это очень мало на такой пролет, ставим 3 как минимум. Дальше такой опорный столб, на котором держится у нас вот этот вывес площадки и как бы верхнее начало лестницы. И дальше там вот площадка тоже, она как бы идет прям сквозь утепление в бревно, это все очень жестко зафиксировано. Дальше снизу мы тоже подшивали вагонкой. Для чего? Сейчас расскажу. Бока, естественно, тоже вагонкой, ну как бы чтобы это все было в одном стиле. Здесь вот видите, у нас столбик. Тогда вот тоже, когда вот эту площадку делал, очень долго думал, как лучше его поставить, чтобы и, в общем-то, не надорваться с этой работой на полгода, и чтобы вот его нам максимально как бы в лесенку убрать. Поэтому вот так, видите, он как бы у нас встроен в конструкцию. То есть вот здесь вот он прям заподлицо, там почти заподлицо, вот немножко промахнулся, потому что это все, вот эти закладные, они делались еще тогда, когда у нас были только бревна. И там вензазор немножко вышел, там наоборот ушел. И, в общем-то, вот 10 миллиметров я косякнул. Но, с другой стороны, в общем-то, оно, ну, вполне себе, мне кажется, довольно-таки нормально и смотрится. Ну, это вот как бы я знаю, что это косяк. А те, кто не знают, они подумают, как бы, что так и задумано. И, в общем-то, вполне себе симпатично. Но, в общем-то, вот его можно было бы чуть-чуть бы, конечно, притопить. Но не судьба. Соответственно, вот эту сторону мы зашили, потому что у нас там вот такая вот типа кладовочки вышла.
куда можно, ну, довольно-таки много всего убрать. Если тут еще какие-то полочки сделать, то, в общем-то, тут красота. Там светильничек повесили с выключателем, чтобы, ну, в полумраке, особенно вечером, или когда темнеет рано, сюда, естественно, свет проходить не будет, плюс тут какая-то мебель понаставится, поэтому светильник там, ну, нужен обязательно. Здесь, естественно, это потом все закроется погонажем, и дальше обязательно все проклеиваем. Вот видите, у меня там даже где-то вот клей, ну вот я подтирал, но где-то там еще вот он свежий-свежий, то есть он еще, ну как бы продолжает, у него текучесть очень хорошая, а обычный ПВА самый как бы такой бюджетный, для дерева ничего другого и не надо, никаких там супер-пупер ПВА лучше не придумаешь. И, соответственно, проклеили, жестко смонтировали по 2 шурупа в каждую тетиву, шурупы сотка под ПЗ-3, такие толстенькие, соответственно, сначала засверливаюсь пятеркой, шестеркой, чтобы шуруп прошел через ступеньку, потом 14, потому что здесь шкант 14, иначе 10 шкант на головку вот этого шурупа он, ну, он не встанет. Получается, шурупом прошли, и отверстие будет больше, чем 10 мм, и шкант там уже будет болтаться, и даже если он приклеится, все равно будет вокруг щель. Поэтому 14 шканты, вон 14 сверло, чуть-чуть миллиметров, прям 10, максимум 15 засверлились, потому что ступенька 40-я, потом закрутили шуруп, и все, как бы вот у нас готово. На ступеньку подступенок, клей, гвоздики, опять ступенька и пошли туда. И, конечно, вот с этим щитом тоже проковырялся, потому что здесь, вот здесь вот подпил, вот из-за него как бы и так оно долго получилось, потому что вот там и вот здесь вот, ну, щели, они, в общем-то, недопустимы. Их потом закрывать только если каким-то маленьким плинтусом, но это уже будет видно колхоз. Поэтому лучше как бы вот это все аккуратно вымерить, попытаться вставить, понять, что не получается, подпилить еще и как-то вот так вот, не знаю, как это назвать, потихоньку его вот так вот осадить. И, соответственно, так вот у нас стал. Если кто-то вот как бы делает для себя и никогда не делал, ну ничего страшного, если где-то будут какие-то щелки. Потом аккуратненько маленький плинтусочек можно поставить, там с полкой меньше, чем 10, ну явно, либо тоненькую там 10-ю раскладку. Соответственно, если вот у вас там щель получилась, раскладку можно поставить вот так, чтобы, ну, вот так она будет, ну, колхоз совсем. А вот так вполне себе. Если вот там между подступенком и стеной тоже щелка, туда вообще по барабану либо уголок, либо раскладку. А вот здесь, конечно, если между ступенькой и стеной будет щель, то вот ее здесь, ну, только каким-то вот уголком закрывать совсем маленьким. Потому что вот это как бы самые такие вот ответственные места, в общем-то, ну, из-за которых оно так вот более-менее долго и получается. Потому что вот эти места, в общем-то, если чуть побольше отпилил, потом это все зашлифовал. Ну, конечно, это долго, придется шлифмашинкой фигачить. Поэтому, ну, по-хорошему, конечно, надо делать все ровно и аккуратненько. И начал я про то, что в лестницах бывает два таких, в деревянных лестницах бывает два таких прям вот явных негатива, которые многих не устраивают, потому что они не знают, как с ними бороться. Первое – это скрип. Со скрипом я борюсь клеем, то есть у меня вся конструкция полностью проклеена. Вот на такую конструкцию, вот в общем-то она, с учетом того, что вот эта вот вагонка, она не проклеена. То есть у меня клей шел на конструктив весь, то есть тетивы, вот эти площадки, ступеньки, и вот под ступеньки я тоже чуть подклеиваю. Но в основном, конечно, это конструктив и ступеньки. Вот на все вот это 3 килограмма. Это как бы вот уже статистика, не первый раз оно, поэтому 3 килограмма, ну там останется грамм 150-200, ну хрен бы с ним. Но обычно вот если лестница такого размера, 3 килограмма мне всегда хватает. Давно как бы придумал это проклеивать, и я так думаю, что не я один, потому что, в общем-то,
ответ очевидный. Конструкция скрипит из-за чего? Из-за того, что между элементами микрозазоры. Как эти зазоры убрать? Сделать эти элементы монолитными. Как дерево сделать монолитным? Склеить. То есть ответ абсолютно очевидный. Я думаю, что не я один, а многие как бы так делают. Хотя вот сколько я встречал на объектах таких узкоспециализированных работников, которые занимаются только лестницами, никто вообще ни хера не клеит. Потому что это дольше. Несравнимо дольше, чем тяп-ляп и хер бы с ним. Через год заскрипело. Извините, деревянная лестница, они все скрипят. Это херня полнейшая и наговоры, вот прям наговоры. И второй негатив, такой тоже как бы явный, который во всех конструкциях таких, и не только деревянных он встречается, это барабанный эффект. Что это такое? Все прекрасно помнят и знают. То есть ступенька, на нее стукнул, и как в барабане, там резонансный эффект получается, звук идет, отражается, вот так вот прыгает, туда его колбасит, даже если нижней подшивки нету и подступенков нету, все равно это вот прям жуть полнейшая, как там-там. Соответственно, как с ним бороться, тоже все прекрасно знают, что там юные барабанщики-пионеры, что продвинутые октябрята. В общем-то, я так думаю, что знаний начальной школы вполне достаточно, чтобы понять, что с этим эффектом бороться как? Напхать в барабан чего-то, ваты какой-нибудь, и не будет нифига этого эффекта. Тоже как бы давно это делаю. Думаю, что не я один тоже это делаю. То есть вот у нас вата, и все вот так вот, ей там полностью проложено. Соответственно, ватой мы гасим вот этот резонансный эффект. И барабанного эффекта в нашей лестнице нет вообще никакого. То есть вот я по лестнице иду, и звук такой прям вот, как по массиву, вот когда стучишь. Вот. Никакого эха, никакого барабана, нифига. Поэтому вот, в общем-то, два эти дефекта, так называемых дефекта, которые придумали шабашники, они в нормальных лестницах отсутствуют. Так что вот. И, в общем-то, на сегодня все, потому что уже совсем вечер. И продолжим, Бог даст, завтра. Как-то так.